дамы и господа, рад вас приветствовать. Итак, ну что ж, у нас сегодня с вами рабочая встреча вот по итогам выступления президента компании. Ну, я думаю, там в целом все понятно, в целом, да, но, конечно, нужно посмотреть детали, да, выгодные предложения, интересные, бесспорно. Вот, тем более, что платить за это ничего не нужно, то есть, пожалуйста, такая же лидерская, да, но для именно заточена вот под специфику игры, ну, назовем так, да. Вот, поэтому, пожалуйста, никого не собираюсь там агитировать или отговаривать что-то. Смотрите сами, как вам нужно, как вам удобней, соответственно, так и делайте. Вот, но с другой стороны, почему бы не воспользоваться таким интересным предложением? Э, Повторюсь еще раз, то есть в целом все понятно. Сама программа, она уже есть, ну, как бы информация опубликована, сама программа уже работает, включена. Вот, поэтому, ну, смотрите, изучите повнимательней, то есть мало ли что-то, какие-то будут тонкости, нюансы, ну, на мой взгляд, все понятно. Вот, и вперед. То есть кому надо, пожалуйста, берите, применяйте, действуйте. Вот, кому не надо, значит, тем и не надо. Вот, то есть вопросов никаких. В принципе, плюсов там много. Но я думаю, может, сейчас вот Марина с Владом добавят. Марина, есть что Да, добавить, может Влад, быть, возьмешь какие-то? первый микрофон или к мне? Как ты? Влад, ты здесь, Влад? Так, как скажете, вот так слышно, коллеги? Да, слышно, отлично. Ага, я почему попросил, во-первых, всех приветствую, почему я попросил включить микрофон, и я тут приобрел новую штуку, да, для вебинаров, то есть, на мой взгляд, мы делаем мало вебинаров для новичков, и я хочу делать записи вебинаров и чуть ли не ежедневно, да, потому что мы страдаем из-за того, что у нас мало новичков, поэтому, ну вот я посоветуюсь, Марина, с тобой и с Олегом, и у меня есть все технические возможности, чтобы каждый день делать вебинар, отвечать на вопросы, то есть это будет запись, например, там, Марин, ты сделал один вебинар, его можно будет прокручивать, да, там, Олег сделал, я сделал, это такая штучка, но это предисловие, да. Значит, давайте я покажу экранчик. Да, Олег, программа просто шикарная, и я тебе должен сказать, что Чуть я... громче, плохо слышно. Плохо Да. слышно, да? Вот так? Лучше? Да, гораздо лучше, Влад. Да. Гораздо лучше. Я пока все это отстрою. Так, давайте я покажу, чтобы было проще. Но я посмотрел эту программу, значит, мне она очень понравилась. И еще раз повторюсь, на мой взгляд, это как раз то, чего не хватало, да. Уже сейчас они ее включили, если заходим на «Моя карьера», все стоит, все написано. Обговаривать это, Олег, я даже вот, ну, как бы смысла не вижу, да. Конечно, очень важно, там, личная квалификация, нужно каждый, ну, то есть в 3 программах HMAP, 7, 9, 7 Pro, активировать по одному пину. Понятно, да? Значит, далее, один новичок в любой программе полностью активирует, значит, пин. Вот давай посмотрим. Так, требуется, начиная с 15-го, пригласить структуру одного нового маркетмейкера, который полностью активирует токен, да, то есть 7 полностью активирует, 9 полностью активирует, или Pro полностью активирует. После 1.10 нужно будет уже 2 пригласить, да, с этим тоже все понятно. Значит, набрать первые 0.1 карьеры, значит, тогда стартует, да, это финальная квалификация. То есть вот тут я даже не знаю, что разбирать, да, очень четко по пунктам все написано, на что делить, какой коэффициент, значит, сколько надо набрать, минимальный заработок на каждом этапе. То есть кто знает лидерку, здесь вообще проблем нет. Вот, поэтому
Ну, добавлять тут даже, в принципе, и нечего. Просто я еще раз хочу от себя вот лично сказать, что мне это очень понравилось, и это как раз то, чего нам не хватало. Но еще сделаю упор, нам нужны новички. Пока мы с вами не найдем выход, как сделать наши, значит, вебинары популярными, как привлекать постоянно больше новичков, значит, нам будет трудно, поверьте мне. Поэтому надо всем приложить усилия, делать во всех соцсетях объявления чуть ли не каждый день для новичков, хотя бы в записи, да, делать эти вебинары. То есть, скажем, техническая аппаратура помогает мне делать так, что это не видно, что это запись, да, то есть это живое, просто после этого надо будет отвечать на вопросы, ну и там, конечно, моменты с одеждой, либо еще что-то, но тем не менее это возможно. Поэтому вот я хочу, чтобы вы все подумали, и если вам это нравится, то давайте будем это делать, да. Ну, от меня все. Программа шикарная, все, больше добавить нечего. Влад, отключи, пожалуйста, экран. Я включу свой экран. Да, сейчас, Всех секундочку. приветствую, уважаемые коллеги. С вашего позволения, я не буду включать камеру по причине, что плохой интернет, и вторая причина, что у нас уже поздно, почти 12 часов ночи. Но я включу все-таки экран, дабы поделиться своими эмоциями от программы. Да? Я уже все абсолютно квалификации выполнила, все, что требуется, подтвердила участие в этой программе. У меня есть личников даже 2 на сегодняшний день. Вот показываю, да. И все условия, первую кнопку я уже отжала. Ну и вот кое-какие вот, видите, квалификацию выполнила, HMAP готова, начисление единицы активно. Почему я это сделала быстро? Потому что здесь не дает компания время на раздумье, да, как у нас всегда там предстарт и так далее. Чем мне лично понравилась эта программа, почему я так оперативно подсуетилась, не хочу, чтобы меня, естественно, перепрыгнули нижестоящие. Радуюсь за успех нижестоящих, но тем не менее хочу быть как бы впереди, да, немножко, чуть-чуть впереди. Знаете, есть такая хорошая пословица у сетевиков: очень хорошо факел в руке, но еще лучше, когда свечка под попой, да, вот это примерно как раз та ситуация у нас сейчас с вами. Поэтому желательно, кому это интересно, быстренько подсуетиться. Чем хороша для меня эта программа? Я просто визжала от восторга, потому что мы лидеры, многие сейчас со мной согласятся, и начинающие, и уже бывалые лидеры, очень многие просим и бьем тревогу в компанию, да, что нам никак не может компания сделать где-то компрессию. Да, у нас огромное количество мертвых душ, даже лидеров таких, знаете, как горе-лидеров я их называю, которые имеют погоны, но не более того. И по чуть-чуть, по капелюшечке мы их подкармливаем, вот эта сетевая разница, она срабатывает и так далее. Эта программа заточена как раз, чтобы вот эти все прослойки убрать, сделать полную компрессию. Просто вникните, вот кто активно строит лидерскую карьеру, да, вникните в эту программу. Ну и самое главное, самое большое преимущество, на мой взгляд, этой программы – то, что она дополнительная. Здесь не убирается лидерская, не убираются никакие наши там лидерские карьерные уровни, наши накопленные карьерные единицы. Все у нас остается. Это дополнительно к нашему доходу, то, что мы с вами имеем, это еще дополнительно. Просто нужно здесь быстренько подсуетиться, у кого уже есть структуры, да, дабы не оказаться позади и потом не догонять, как сказал президент, как в этой программе, собственно, описано. Ну вот для меня, я увидела для себя вот эти вот 2 замечательных прям преимущества. И у меня в команде, я знаю, что команда Израиля просто на ура восприняла тоже эту программу. Они тоже уже активно включаются в эту программу. Вот, я думаю, что Алла за свою команду сама скажет. Ну, в общем, вот такое вот мое видение. Да, Влад, огромное спасибо тебе за твои вебинары. Послушала, мне не всегда получается, к сожалению, бывать на твоих прямых эфирах, с учетом разницы по времени, да, но я с удовольствием слушаю. И вот твой последний вебинар, он просто изумительный, он бомба.
И всем рекомендую его послушать внимательно, да, то, о чем говорит Влад. Очень много мыслей, прям вот реально и с меня сосчитаны, да, и с Олега. Вот все, что мы все лидеры думаем, Влад озвучил, да, то, что реально мы должны понимать, что развивая вот это направление игровое, да, мы с вами поднимаем ценность каждого нашего актива. Ведь четко мы с вами все, каждый из нас должен понимать, что именно с этим продуктом компания будет выходить во внешний мир, на IPO, на ICO и так далее, да. Поэтому вот эту тему, это направление мы как никто должны сейчас развивать, поднимать, если мы хотим, чтобы наши активы хоть что-то стоили, а хотим, конечно, чтобы стоили дорого, да. И вот в последнем вебинаре Влад об этом очень-очень хорошо говорит. Кто не слушал, обязательно посмотрите, послушайте. Там есть запись и для резидентов Российской Федерации. Кто не может на YouTube посмотреть, Света у нас записала на Дзен, поэтому очень-очень рекомендую. Ну, а в сегодняшней программе у меня тоже все. Блестящая программа, дополнительная. Пожалуйста, кто не хочет, можете даже не запариваться, не включаться в эту программу. Кому интересно дополнительный доход еще ко всему, то включайтесь прямо оперативно, по полной, рекомендую. У меня все, Ал, если у тебя пару слов есть, бери микрофончик. И, наверное, сегодня еще можно ответить на вопросы. Олег, я не знаю, микрофоны стоит передавать или нет, так как у нас народ очень коротко вопросы не умеет задавать, может быть, писать. Ну, вообще, как скажешь, Олег, скажешь, включим микрофоны. Алла, возьмешь? Да, наверное, я тоже скажу пару слов, потому Да, и что вот Вера команда... Шацких еще хотела бы что-то Ага, сказать. хорошо, мы сейчас у меня коротко. Конечно, сейчас по завершению нашей встречи я, конечно, сяду и буду разбираться досконально в этой программе, хотя уже все, в принципе, мне понятно. Вот, единственное, что просто я сейчас нахожусь не в своей стране, немножко далековато, и мне, ну, скажем так, сложно будет управлять командой. Хотя команда на связи, я со своими лидерами поговорила, ну, ведущими лидерами, не со всеми, но с основными, скажем так, которые настроены, ну, на мой взгляд, очень даже позитивно. И для них, я думаю, что это плюс, а не минус в развитии бизнеса. Ну, это мое мнение, как бы, если кто-то захочет сказать, он сам за себя отвечает. Вот. Ну, команда Израиля, конечно, впереди планеты всей, и мы не отстаем от развития ну, нашего бизнеса, потому что мы все в команде. У нас все должно быть четко, ясно и понятно. Вот. Ну, спасибо президенту за интересную программу. И спасибо за то, что параллельно идет лидерская, плюс это все будет интересно. Ну, если вот кто-то из моей Вера там хотела сказать, то Верочка, пожалуйста, тоже ведущий лидер израильской команды, пожалуйста. Алла, микрофон отключен. Ты микрофон включи, пожалуйста, Вере. Ага, сейчас, секунду. Марин, посмотри, у меня не получается. Посмотри ты, может, ты включишь. Сейчас, секунду. Добрый вечер, меня слышно? Да-да-да, Вера, слышно, Добрый отлично. вечер, всем доброй ночи, доброго настроения и всех, как говорится, нам успехов в новой программе. Первый вопрос, я тоже очень коротко. Насколько я поняла, для начала нужно иметь HMAP для того, чтобы все три пина активировать. Это нужно какое-то время их купить. То есть Ну, я так понимаю, PageMap или для начала Риксы. неважно, HMAP, риксы, все равно это хотя бы надо пару суток для того, чтобы закупиться.
Поэтому, ну, это же только мы сегодня об этом узнали, поэтому это первое. Теперь скажи, Марина, вот я так поняла, что для начала это 25 эчмапов, для начала. И для того, чтобы и я так поняла, вот по твоей, ну, того, что ты показала, то ты еще первого карьерного уровня не достигла. А я же только подключилась сама Ты в только структуру. подключилась, и вот все то, что ты выполнила, ты, да, вошла, но еще не первый карьерный уровень. И Смотри, Вер, сейчас, когда я подключилась, когда в структуре пройдет активация одного всего пиночка, не 7 пина и 9 пина, а пиночка, сразу получается первый уровень. ты имеешь в виду одной семерки и уже первый уровень? Одного пиночка. Вот у нас есть с вами цветочки. 7 пин, 9 пин или Я 7 пин Pro. очень хотела бы получить полностью именно, ну как, не я хотела, наверное, бы все хотели, именно поэтапное вход в эту программу. Может быть, все очень хорошо поняли, я понимаю, может быть, я не очень хорошо поняла. Давайте тогда я сейчас вкратце объясню. Я считаю, сколько нужно пойти купить эчмапов, ну, в смысле, сколько нужно купить USDT или скуда, Давай, неважно. Вер, тогда я начну отвечать. Я вопрос Пожалуйста. поняла, чтобы у нас не затягивалась беседа. Значит, смотрите, чтобы активироваться самому активироваться, нужно активировать 3 пиночка. Не вот полностью 7 пин, 9 пин или 7 пин Pro, а по одному, ну это минималка, вы можете хоть поскольку, но минималка по одному пиночку во всех 3 программах. 7 пин, 9 пин и 9 пин Pro. По одному пиночку. Если у вас есть незавершенные пины, да, то возможность там есть, может быть, по одному HMAP заплатить. Давайте будем из расчета, что один пин в каждой программе стоит 1,5 и в Pro стоит 4. Вот считай, 4 плюс 3 – это 7. 7 HMAP нужно, чтобы тебе активироваться. Понятно это, Вера? Один пиночек в 7 пин – Я 1,5. поняла, что Один пин – это пиночек 9 пин, 1,5 семерка, и один… вся девятка. Немножко вот это меня смущало. Все, Потому не что надо все. на картинке стоит полный. Нет, полный это должен дальше. Это мы еще не активировались. Самому лично достаточно сделать минималку по одному пиночку в 3 программах. Но этого недостаточно. Для того, чтобы у вас полная активация прошла, должен быть один новичок с активированной любой программой. Он должен купить либо 7 пин, либо 9 пин, либо 7 пин Pro. Но не то, что новичок, он должен прям новый прийти, а новый маркетмейкер. У вас, может быть, есть партнер, у которого есть ценные бумаги, но он не маркетмейкер. Да? Он может активировать, и он уже новый маркетмейкер. Я поняла это так. Вот, у меня, правда, новичок, поэтому стопроцентно я тут не уверена, но я считаю так, потому что там не написано, чтобы новый зарегистрированный человек, новый маркетмейкер обозначено. Вот. Итак, еще раз, 3 пина лично в 3 программах, пиночка, плюс один новичок с любой активированной программой, 7 пин, 9 пин или 7 пин Pro. До 1 октября один приглашен, один новый маркетмейкер. С 1 октября для того, чтобы эту программу активировать, 2 новичка нужно будет. Понятно, Вера? Понятно. И Так как ты… это даже не будет еще первое никак. То есть для Это начала ты… еще нужно заработать 10 эчмапов. Это же нужно для первого уровня еще 10 эчмапов заработать. Вот это Ну, каким заработать. образом заработать, это я не знаю. Ну, заработать, конечно, все, что там прописано, это нужно сделать. Ну, а как? Это не так уж и сложно, и не так долго. Вспомните лидерские программы, нашу первую, самую лидерскую программу в Голдексе. Извините, по году шли в лидерскую программу.
В программу, которая сейчас лидерская у нас, существующая, тоже достаточно непросто. Здесь, ну, мне кажется, уж проще простого. Ну, 10 HMAP, да, надо заработать. Заработаем. И еще Программа на очень старте оговаривается, маленькие, что очень программа для бонусы активных людей, для между активных вторым, третьим, маркетмейкеров, четвертым не для уровнем. всех. Понятно все, да? Мне непонятно, почему между уровнями такие маленькие, вот 25, 25, 25 всего лишь. Почему на уровнях не разделили хотя бы 25, 30, 40? Ну почему аж до 5-го уровня одинаковые бонусы? Тоже непонятно. Давайте вот все более подробно, то, что уже на перспективу, да, мы разберем с вами прямо на днях. Откроем программу и все-все-все поэтапно. Вот сейчас самая главная задача, кому программа интересна и важна, активироваться. Активироваться, чтобы уже пошли накопления, чтобы у вас вы не отставали от своих структур и так далее. Потому что, еще раз, здесь нет времени на раздумья. У нас нет предстарта. Самое важное сейчас, вот кому это нужно и важно, активируйтесь, все. А дальше мы можем хоть каждый день выходить в эфир и вот эти вот мелочи, подробности разбирать. Там, в принципе, все понятно. Я думаю, что не возникнет никаких проблем разобраться, особенно кто разбирается в лидерской, вы там все поймете сами, разберетесь. Кому непонятно, будем разбираться. Последний вопрос. Как можно будет своих новичков, ну как, вот именно вебинары Влада, наших новичков слушать? Наших новичков, ну эти вебинары как-то у нас записи будут или как нам... Ну, как раз сейчас он же и говорил о записях. Ну, Будет вот, запись, будет у него хотелось новая бы. программа. Он сделает, я так поняла, что эта программа заточена так, что она будет в записи, но это будет представлено как прямой эфир. Я это так поняла. Если что, то Влад возьмет потом микрофон. И почему мы не можем приглашать на вебинары Влада своих новичков? Идеальный вариант, конечно, всем лучше хотя бы минимально как-то со самим делать и самим вести своих людей, потому что мы реально понимаем, что грамотные, активные, если мы хотим еще сетевиков найти, то они, конечно, идут больше на спикера, это понятно. Но если не умеем, то большое спасибо Владу, что он хотя бы это делает, Владу, Олегу и тем, кто это делает, низкий поклон. А если хотя бы как-то минимально умеем, то лучше это делать, конечно, самим. Окей, я, знаете, вот как бы акцент такой на нашу структуру получился, но очень бы хотела, чтобы микрофончик взяла еще Оксана Мозганова. Это у нас на сегодняшний день самый активный партнер в структуре, партнер, у которого идет очень много молодежи. И я бы очень хотела, Оксан, буквально пару слов скажи, твое отношение к новой программе, что ты в ней увидела. Образованный человек, это Оксана юрист, не просто так она ведет этот бизнес, понимает, что делает. Оксан, если можешь, если микрофон работает, возьми, пожалуйста, если нет, напиши в чате, что не можешь. Всех приветствую, меня слышно? Да-да, тебя слышно, отлично. Мы, конечно, восприняли эту программу очень позитивно, и благодарю, Марин, за рассылочку предварительную. Я посмотрела, как воспринимают новички. Все-таки лидерская – это, на мой взгляд, более сложная программа, и президент отметил то, что по карьере начинать расти это проще. И мы как раз подбираем сейчас возрастную группу от 18 до 50. Ну, вот такой у нас диапазон. И я очень рада, так как вновь прибывшие могут сразу стартовать и расти по карьере. И это стимулирует молодежь приглашать своих сверстников. И, ну, в общем, для нас это просто идеально. Идеально, и мы очень рады, Марин. И вообще я сразу позвонила Але Гагариной, и тоже, как и ты, у меня в голосе был такой восторг,
что ну круто, просто круто. И здесь разобраться очень легко. И я могу отвечать и по телефону всем, кто в Израиле, на вопросы. И я думаю, что у нас все получится. И просто видно, что компания заботится о новичках. И здесь просто идеально. Спасибо, Оксана, спасибо, Вера, Аллочка. Да, и вот это, на мой взгляд, это вот конкретная программа, можно ее тоже назвать лидерская, да, но вот конкретно заточенная прям под нашу игру, под наше игровое направление. Спасибо. Я не знаю, Влад, может быть, ты еще возьмешь микрофончик по поводу вебинаров? Вот Вера задавала вопрос, как на твои вебинары. Мгм. Ну, во-первых, коллеги, я всегда делаю объявления практически во всех чатах, да, и, ну, то есть практически все знают, что там я провожу вебинар. Так, почему-то камера не включается. Ну, вот, включилась. Дело вот в чем. Я хочу сделать запись, да, я считаю, что вебинар должен идти где-то вот для новичков, ну, где-то полчасика, да, и я его хочу сделать в записи. Конечно, хотелось бы, чтобы такие вебинары, но если мы будем ежедневно делать, да, то один от Олега, один от меня, один от Марины в записи, да. У меня аппаратура позволяет все это ставить, да, но хотелось бы, вот как я буду делать это, если я ставлю запись своего вебинара, то в конце я должен ответить на все вопросы, понимаете? То есть это должно такое называется псевдоактив, да, то есть псевдоактивная. Вроде идет запись, которая объясняет, что и как нужно делать, сколько можно заработать, и дальше уже в активе, в полном активе, то есть спикер отвечает на все вопросы, да. Я вот посмотрел, так делают сейчас ребята, представители MLM, Англия, Франция. Вот они работают в таком режиме, я за ними наблюдаю, они это делают и в ТикТоке, и в Ютубе, но это хорошо работает, да, то есть у них люди постоянно знают, что там с 7 до 8 активный вебинар, да, и они приходят, зная, да, вот как бы это уже систематика, это очень хорошо, и кто-то ответит на все вопросы. Все это делают в режиме включенной камеры, да, то есть кто-то говорит, что это запись, кто-то не говорит в той же одежде, да, чуть ли не каждый день, и по-разному это есть, но дело в том, что это приносит свои плоды, да, то есть люди каждый день зовут новичков, они уже точно знают, ага, с 6 до 8, до 7 там что-то проходит, да, и они автоматически в соцсетях делают эти объявления, люди автоматически приходят, значит, так это все работает. Единственная проблема, она как всегда, кто кого пригласил, потому что кто-то пригласил к спикеру на вебинар, почему-то тот человек начинает напрямую выходить на спикера, да. Эта проблема, она описывается везде, и, ну да, вот, если мы решим эту проблему, то это хорошо. Ну вот, в принципе, вот и все о вебинарах тут, что говорить. Просто мне хочется, чтобы это было чаще. Да, у нас получается, там я делаю раз в неделю, у меня получается там технический вебинар первая неделя, пятница, да, потом вебинар для новичков, потом опять технический вебинар. Вот, чистить нужно. У нас, во-первых, на вебинарах по 50 человек, это, ну, ребят, я захожу, да, к французам, 600, 300, 600 человек, да, англичане там вообще до 1000. Нам надо это делать. Если мы этого не добьемся, не сможем систематизировать, это плохо, надо расти. Вот и все, что по вебинарам. Спасибо, Влад. Вера, хочу еще ответить на твой вопрос по поводу карьерных уровней в новой программе. Чтобы попасть на первый карьерный уровень, нужна активация одного пина в структуре. Все, ты на первом уровне. А вот чтобы перейти на второй карьерный уровень, нужно заработать 10 риксов. Но на второй перейти, понятно, работаем же, подтягиваются партнеры, новички подтягиваются. Все, на второй, вот чтобы на второй перейти, там нужно подкопить единиц и заработать 10 ричмапов. Окей, ну, наверное, с новой программой все. Если вопросы еще есть по новой программе, берите микрофоны. Если вопросов по новой программе нет, я не знаю, давайте 3 вопроса
Может быть, Олег ответит на, если не по новой программе, но коротко. А еще коротенько тоже добавлю вот вопрос Веры, да, почему там разница такая между уровнями, там здесь столько, потом опять столько, или там как-то по-другому. Ну, коллеги, надо понимать, что программа эта, она специально разрабатывалась, да, то есть там наши, скажем так, маркетологи, да, бухгалтеры в том числе, да, они разрабатывали, да, то есть сколько, на каком уровне и так далее должно быть там единиц вознаграждения и прочее, прочее. Ну, такая программа, то есть что здесь можно сказать? Принцип очень простой, то есть программа – это вот условия игры. Принимаем игру, принимаем условия программы. Если вам не нравятся условия программы, значит не надо. Вот принцип такой. То есть мы с вами эту программу не разрабатывали, мы просто можем брать вот готовую программу и ее использовать, ее применять. Принцип такой. То есть почему именно так, а не иначе? Ну, здесь, я говорю, мы эту программу не разрабатывали, мы ее только используем. Это примерно так же, как с законами, да. А почему вот такой-то закон работает именно так, да? Ну, потому что таковы правила, да, то есть мы этот закон не разрабатывали, мы его не принимали, мы его просто исполняем. То же самое и с программой. Нравится программа, берите, делайте. Не нравится, никаких проблем, никто на вас за это не обидится. Так, ну, коллеги, давайте, если есть пару-тройку вопросов, Олег, если давайте можно, разберем. еще один вопрос, если меня слышно. Какие вопросы задавайте. Если слышно меня, Слышно, слышно. Олег, если можно, что слышно с открытием магазинов? Можно ли будет в какое-то ближайшее время все-таки магазины открыть, если где-то какие-то есть? Магазин имеется в виду для игры, конечно, это предусмотрено. То есть мы же с вами говорили, вы знаете, на 20 августа запланирован запуск нового кабинета игры, то есть принципиально обновленный, там с возможностями и так далее. Там планируется как раз магазин, то есть уже будет встроен туда. Вот, поэтому, ну, я думаю, что да, все есть. А следующий этап уже как бы следующий, чуть позже. Да, там планируется маркетплейс уже для всех. Вот. А на первом этапе, пожалуйста, для мастеров игры все предусмотрено, все есть. Благодарю. Олег, знаешь, наверное, Дождемся 20-го. 20. слышно, Олег? Да-да, слышно вас. Смотри, наверное, ты, как всегда, сделай вот то, что касается финансовой части, да, вот эту карьерную лестницу, потому что там не так много нужно, ну, то есть 10 ашмэпов заработать, где тебе 0,15, значит, стоимость единицы и коэффициент достаточно хороший, 10 у них коэффициент константа, да, то есть делится на 10 и получается у нас тогда единица, да, единица для этапа, поэтому там не так много, там не так страшно, и 10 ашмэп-коинов заработать при стоимости единицы 0,15 ашмэпов, да, но это недолго, абсолютно недолго. То, Что такое касается 10 например. айшмэпов? Это 500 евро, это вообще ерунда. Ну да, ну там, видишь, там, Марина, стоимость единицы, да, и коэффициент делится на 10, получается стоимость единицы 0,15 на первом уровне, да, и ну, я так понимаю, и так должно быть, что вот как раз из этих 0,15 должны сложиться 10 ашмэп коинов, понимаешь? Вот, Олег, чтобы посчитал все это там, ну, нетрудно, да, и мы сделаем тогда презентацию. Да, хорошо, можно, да, чтобы в цифрах Да. было понятнее и проще. Да-да, потом в евроэквиваленте. То есть там не страшно. Я вот смотрю сейчас передо мной эта таблица, ну, уже так вот в уме, как бы я смотрю, сколько чего. Ну, нормально. Не страшно, это абсолютно не страшно.
10, на втором уровне 15 аж коинов, на третьем 20. Ну, слушайте, ну это ничего. Это ничего. Ну, на мой взгляд, эта программа, конечно, по сравнению с предыдущими и с теми, что у нас еще раньше были, ну, здесь, на мой взгляд, ничего сложного не вижу с лидерской. Но опять же, вот как справедливо, да, Марина заметила, что это для лидеров. То есть лидерская программа, она для лидеров и рассчитана. То есть те, кто хочет зарабатывать, да, хочет развиваться, пожалуйста, вот такая программа есть. Скажем, на мой взгляд, она, ну, своевременно, скажем так, Ага, ее виснет. запустили. Почему? А лидерской с таким функционалом у нас ее не было. Теперь есть. На мой взгляд, ну, как бы вещь полезная. Опять же, я говорю, если вы, ну, как бы активно планируете развивать, вот возможность есть. Не планируете, не пользуйтесь возможностью. Вот, скажем, немного было обидно, сейчас как бы исправили, запустив эту программу, немного было обидно, да, что вот лидеры, допустим, кто вот активно развивает, да, стараются именно вот в программе с игрой, да, стараются, делают и так далее. А отдача по лидерской, ну, скажем так, хотелось бы больше, но возможностей не было. Теперь я говорю, этот пробел исправили, вот возможности есть, пожалуйста. То Причем, есть Олег, такая же лидерская, которая, ну, скажем Вопрос. так, двигает. Можно вопрос? Да, да, У конечно. меня есть 18 госкоинов. Я бы хотел их пустить в дело. А они лежат мертвым грузом. Что делать? ждать, когда госкоины будут востребованы. Госкоины будут востребованы на Ну, платформе. ждите, когда можно будет в дело пустить. Ну вот я бы с удовольствием То сейчас есть пустил бы в эту сейчас-то как вы их программу. используете? Ну, я подскажу, как ребята у меня в структуре делают, да, они находят вообще Госкоины на опоздавших. программе Olympia Lab и в новой вот в этой программе использовать невозможно. Здесь используются только риксы и ричмапы. Я Время понимаю. госкоинов придет. Время госкоинов придет, будет обновление кабинета ГИГОС и будут востребованы госкоины. Если вы обратите внимание, то очень многие лидеры сейчас госкоины покупают, меняют какие-то монеты на госкоины, то есть подкапливают госкоины на тот момент, когда они За будут полцены, да? востребованы. Я Что? понимаю. За Да-да-да. полцены, да? Почему за полцены? На какие-то другие монеты меняют. Но Понятно. время придет госкоинов. У всех у нас госкоины, не только у вас, Анатолий. Вот, Да, но я бы пустил бы их в да, дело. Да, понятно, и мы бы пустили в дело. Точно так же. Окей, еще есть вопросы? вот Коллеги, смотрите, здесь надо по активам, по разным нашим монетам, да, там, токенам, надо понимать такую простую вещь. Для каждой монеты, для каждого актива свое время существует. Да? Скажем, вот у нас было много возможностей, было, но теперь нет, накопить, начиная с ценных бумаг, там, ГОСы и так далее. То есть была возможность накапливать. Да, мы их накопили, у нас их много, но для новичков таких уже возможностей нет. Но ведь программа работает, развивается, да, планирует старт игры и так, новые возможности. Придет время, когда для тех активов, которые у нас есть, да, когда они будут востребованы, пожалуйста, там, правда, как вы говорите, пустить в дело. То есть всему свое время. И, на мой взгляд, вот эти окна возможностей, их надо понимать и ловить благоприятный момент, когда они есть. Да? Вот, скажем,
Смотрите, вот вы говорите, да, вот они у вас лежат, там, мертвым грузом, живым грузом, неважно, лежат, то есть как бы, ну, вроде бы без дела. Но с другой стороны, они у вас есть. И это гораздо лучше, что они у вас есть. Правильно? Вот Но просто, они не смотрите, работают. у вас есть актив такой, а у других нет. Вот и все. То есть пусть лежат. Они же есть, не просят за обслуживание, как говорится, этих активов. С нас ничего не берут. Пусть лежат. Куда они денутся? Все нормально. Вот. Поэтому смотрите, то есть и вот сейчас, допустим, появилась новая возможность с новой программой. Да, есть возможность развить эту, скажем, эту лидерскую, да, ну, дополнение, скажем, к основной лидерской. Есть возможность? Есть. Пожалуйста, развивайте. У кого эта возможность сработает, кто сделает, сможет, ну, молодцы. Это гораздо лучше будет, чем те, кто не воспользуется программой. Ну, ведь правильно? Правильно. То есть здесь, опять же, принцип очень простой. Возможность есть, да, она есть. Для всех одинаковая. Хотите воспользоваться, пользуйтесь. Не хотите, нет проблем. Вот. Но, повторюсь, вот эти возможности гораздо лучше, что они есть, чем если бы их не было. Так же, как и наши активы. Вот. Так, давайте еще вопросы, коллеги. Вопросов больше нет. Так, ну что ж, раз на сегодня больше вопросов нет, тогда благодарим всех, что поприсутствовали сегодня на вебинаре. Да. Благодарю за вопросы, за вот пояснения от Марины, от Влада. Вот. Всем желаем здоровья, успехов, благополучия и процветания. Ну и все, до следующих вебинаров. Следите за расписанием в чатах, потому что информация всегда и важная, и полезная. Все, всем удачи и до следующего вебинара.